Итак, Илья, ты в хрониках? Мгм. Описывай. Ну, у меня сейчас руки горят. Как-то вот тут, начиная с этого, с кисти. Вот кисти как-то вот. Прям огонь такой красивый. Каким цветом, расскажи. Вот бело, фиолетово, морско-синим. Оно, я не знаю, это перламутровый такой цвет. Он, я не знаю, у меня прям аж эти пальцы немножко это как-то м, ну, ну, в общем, в пальцах ощущение такое интересное. Вот. И А это что я это в такое? хрониках. Я и не знаю, вот я сейчас Ну, сейчас смотри, тебе докасаюсь. придет мыслеформа, почему у тебя руки А, горят это от фиолетовым моих, цветом. это от вибраций моих мне перешла. Что я зарядился на максимум, и у меня оно аж прям, ну, То есть я правильно понимаю, пестрит. у тебя сейчас фиолетовые руки, твои кисти горят, это твоя максимальная зарядка вибраций. Да, ну, мне вот это пришло. Я еще допилил, докасаюсь в хрониках, и как-то это пламя так разносится, но оно не горит. Ну, то есть я как, если я докасаюсь до перил, то вокруг все так тоже этим пламенем. Но это не такое, не разрушающее пламя. Вот, интересно. Ну ладно, давай спустимся. Тут есть ступеньки. Вот каждый раз, когда я заходил в хроники, тут есть вот Ага. рядом немножко ступеньки. И ну, тут вот как будто столы с чем-то. Ну, в общем, я туда иду. Я тут вижу слева 3 стола и справа 3 стола. Можно дальше пройти. Там будет обратно ступеньки наверх. И тут вот как столы, я вижу лампу, и тут какие-то книги стоят, тут как ручки, перья. Но я, кстати, никого не вижу. Вот каждый раз, когда заходил, никого тут. Ну, один раз я видел, чтобы тут кто-то работал, А что это за комната? Вот ты в какой сейчас комнате находишься? но тут что-то пишут. Типа учебного класса? Не, тут не то, что учат, тут как тут, ну, пишут какие-то книги, но это не точно не фантастическая литература, это какие-то знания тут пишут. Вот. Но это не чувствуется при этом, что это прям что-то серьезное. То есть, в принципе, я мог бы и тут писать лет через 5, через 10 я мог бы тут сидеть и писать знания, потом их в библиотеку относить, чтобы люди, которым такие знания нужны были, они приходили и читали. Вот. То есть это, ну, не прям учебный класс, но это чтобы... Ну, ты понял, да? Да, я Вот. понял. То есть здесь перо такое, прям чернила я вижу. И тут много всяких книг лежит. То есть, может, какие-то справочники, чтобы, ну, правильную информацию писать. Вот, ну, я больше ничего в этом не вижу. В смысле, в этом углублении. Все столы примерно одинаковые. Ой, я вижу тут тумбочку. Тут что-то ничего нету. Ладно, другую тумбочку посмотрю. Тут лежит какое-то перо фиолетово-розовое. Оно какое-то редкое, с какой-то птицы. Ну ладно, тут какие-то детали, я вообще не за этим пришел. Идем дальше. Да, конечно. Ладно, я поднимаюсь отсюда обратно. Так, тут у нас... А, тут я вижу человека. Тут он сидит за столом, как, знаешь, как ресепшн в отеле почти. И там за этим человеком часы такие красивые. А еще в... Идентифицировать можешь человека? сейчас. Уши такие, как... Такие острые. Это эльф или кто это такой? А еще зубы такие интересные. Ну, уши такие прям.
Это эльф или гоблин или кто-то. Он прям... У него еще очки, я вижу. Такие прямоугольные. Ты прям перед ним там стоишь? Ну, он вот, то есть нас разделяет стол ресепшена. А ты Вот, и у него... спроси у него, кто ты? Я работник этого Акаши. Вот, и он тут ведет учет людей. Он, наверное, каждый раз, когда кто-то приходит, он смотрит, кто пришел и записывает. А У него- спроси, он тебя сейчас записывает? Вот мы сейчас туда пришли. Да, конечно, всех записывает. А Всех. спроси, зачем он это сделает? Э, то есть для логов. Логов это по-русски. Ну, то есть, что, ну, нужно вести учет. Вот вот такая у него работа. Он, да, вот как-то... Он делает, он говорит, я просто делаю свою работу. Надо вести учет. Мне это нравится. Вот. И у него такой классный почерк. Еще. Илья, спроси, пожалуйста, у него много таких туристов, как мы, приходят в день по земному? Да, да, каждый день миллиарды людей. Но это не в людей, это в просто существ. Каждый день очень много приходит. Но это зависит от... Он говорит, это еще зависит от... Про какие хроники вы говорите, потому что их много. Вот есть параллельные. Как параллельные вселенные, так параллельные хроники. Вот. Какой-то день люди, ну, существа приходят именно в эти хроники. Какой-то день они в другие. Поэтому в среднем сложно сказать. Но примерно миллиард, там, 2-3. И вот. А спроси у него, а сколько вообще хроник? Вот они бывают разного вида, он сказал, Ой, для... их он мне показывает, что это их бесчисленное. Вот как вот это считаю, вот мы хроники это одна волосинка на голове, а их там просто сколько их там на голове-то волос. Вот. Это все как параллельные вселенные, их очень много. Их не счесть. А он спроси, какой-то расе принадлежит. Да, я гоблин, что ли, он говорит. Гоблин, го. Но у него видно уши вот такие вот острые. И нос такой еще. А спроси, вот он гоблин, он получается со светлой цивилизации? Ну где как, где-то гоблины светлые, где-то гоблины не очень. Не, вот Но он именно. Если он э, сидит в хрониках, он говорит, я пришел с более таких настроенных на темное, но мне это не понравилось, я оттуда ушел. Илья, прикоснись к нему, посмотри, это, его автономность в свете и свет он выделяет, нет? Я вот вижу вообще черный свет. Это как он прям такой, как цвет нефти. Так что я не знаю, но он не выглядит враждебным. То есть он просто реально тут работает как будто. Но цвет, Слушай, я так понимаю, он вообще темный, да? да, но свет я вижу у него вообще черный такой, прям вот, он как будто не свет вообще, а нефть как-то вот так у него аж расплывается. Илья, раскрой, пожалуйста, свой свет. Мгм. Да, Что, поменялось что-нибудь? ну этот, но оно вот так вот начало расплываться, и сейчас он вот так вот убрал, оно вот здесь у него находится, типа все, он далеко не уходит. А то есть Вот. он на месте остался, то есть ты своим светом на него вообще никак не воздействуешь? Ну вот, ну да, на него никак, он вот раньше у него вот этот вот черный, он как-то аж, ну вот так вот, то есть я вот тут стою, а он меня вот так начал уже немножко, ну вот я раскрыл свой свет вот Ну, здесь, и он сразу обратно вот так хоп, все, он вот тут Илья, у него, закрыл свет? да.
Ну, А, я спрос- от него руку убрал, и все, он закрыл свой черный свет тоже. То есть Он спроси у говорит, него, а как такое возможно? Как он может находиться он, в хрониках? Это он, же светлое место. он говорит, все, не этот, у меня дела, не мешайте. Он говорит, все. Ладно, я ему сказал, я просто рядом тут посижу, ты пиши и параллельно поговорим. Вот. Ну, он сейчас прям, он за то, что со мной разговаривал, он теперь наверстывает, потому что столько людей упустил. Вот. Ну так что там вопрос был? Слушай, я знаю, что понять не могу. Как, смотри, вот изначально хроники это же ну, светлое место, да? Вот исключение ему сделали. А кто ему сделал исключение? Мне показало какой-то чувак с... Вот знаешь, в иконы как нимбы изображены вот такие, как золотые диски сзади человека. Вот я вижу какой-то человек сверху такой прям, с него свет идет, и у него прям такой нимб как в иконах. Смотри, Илья, сейчас этот человек появляется в хрониках перед тобой. Угу. Ну, тут у него крылья есть, он в золотом белом одеянии, у него еще какой-то трезубец, что ли. Вот. А спроси, как к нему обращаться? Или стриви что-то, или стриви что-то. Стривитон, стривита, стривито. Сейчас. Стривито, да? Ну да, вот пусть будет стривит. Стривит. Да, пойдет. Стривит. Мы приветствуем тебя. Ага. Он прям поклонился вот так вот. Илья, пусть раскроет свой свет и покажет тебе. Я вот у него из груди свет пошел, а еще из него пошел какой-то пар. Вот так прям. И, ну как дым. Не дым, пар. А посмотри, Вот. он автономен в этом свете. Но я вообще прям в грудь посмотрел, вроде бы оттуда идет свет, он прямо из груди. Я, о, ну, я не знаю, как я вижу каких-то, что это такое, как-то, или это у него органы, или это черви какие-то, прям в груди. Что это такое? Я не знаю. Сейчас смотрите, придет ответ, что это за черви у него в груди. Мне кажется, он мои мысли перехватывает, и это он мне говорит, что ам, это мне кажется. Но подожди, я сейчас от него прям стену такую сделаю прозрачную, чтобы он не влиял. Это вот у него там живут, не знаю, как-то это Илья, странно. раскрой, пожалуйста, свой свет. Вот там у него сразу чисто стало. Это как-то странно. Мне кажется, это какой-то не тот человек. Это какой-то подвох. Ну, да, что-то какое-то А давай сейчас, странное. пускай он снимет маски и голограмме, примет свой истинный облик по структуре его ДНК. Ух ты, какой тут чудик. Я вообще, это я даже не знаю, как описать. Я такого никогда, ну, такого существа. Я реально не знаю, как ноги, у него лапы, как у лягушки, но при этом цвета кожи темная, да. Нет, скорее как цвет, знаешь, во рту вот такой вот. Ага. Вот такого цвета у него ноги, как у лягушки. При этом у него лапы, как у курицы, без перьев. У него сзади какой-то панцирь, а у него еще глаза, как у улитки, и вот такие вот зрачки. Прикинь? Вот это чудо.
Слушай, Он на Илья, меня сейчас так тебе, смотрит, вообще жесть. сейчас смотри, тебе придет конкретное понимание, кто это и с каких миров он прибыл. Что за чудо? А, Он, Нижний мир, нет? он просто с далекой-далекой планеты, вообще с далекой галактики там. То есть, если брать самую ближайшую к нам галактику, Ага. это Андромеда, допустим, и потом самую ближайшую к Андромеду, не считая нас, то если вот так выстроить путь тысячи галактик, то он находится от тысячи галактик от нас. Вот. А к какой расе он принадлежит? Ну вот к расе вот таких вот чудиков. Э, Но он тебе Там, не там, говорит конкретно, как раса там его даже называет. сложно это Название услышать есть? его. Да, есть, но так как очень далеко находится, то язык очень другой. Там что-то типа литуялы, вот так что-то, литуялы. Вообще, у него даже рта нету, кстати. Вот. И он, кстати, у него такие глаза, прям они, э, прям, я себе надену маску, чтобы как-то вот прям он меня тут прям вот так вот прям смотрит на меня. Ам, так, ну, может они эти, как это называется, безбилетники, ну так сказать, потому что вот тот гоблин, он же нам сказал, что его сюда, его разрешил чувак с нимбом. Но чувак с нимбом оказался этим. Может, они тут как-то по секретному сюда попали. Но как тогда он работу здесь получил? Может, мы просто случайно Слушай, не на знаешь то... что, Илья, подожди секунду. Давай, знаешь, как сделаем? Сейчас там, где ты находишься, тебя находит хранитель, хроник. А, я к нему телепортируюсь или он ко мне? Нет, он к тебе. Он Окей. тебя находит. Да. Ок, да. Ну вот он вроде как. В доспехах я его вижу. В рыцарских. Так, хорошо. И А меч пускай есть. покажет теперь он свой свет. Вообще какой-то бред. У него из груди вышло, знаешь, как такие часы были, где кукушка вылазит. Мгм. Ку-ку. Меня тут дурят, что ли? Или что? Ну вот он, ну реально мне какую-то кукушку показывает. Это не он. Короче, какие-то приколы там пошли. Смотри, Илья, а, Сейчас, ну-ка, пускай он снимет свои Нет, маски и голограммы, вот этот хранитель, и примет Нет, свой истинный облик. это тот же чувак, только, ну, другой. То есть это вот один, тот, который с лягушачьими, с этими, с куриными и все такое. Это тот другой такой же. Ага. Что-то я им понравился. Я сейчас им свой меч как покажу. Вот. Достань свой меч. Меч Они- они- достал? Да, но они убежали, но я их обратно вернул. Куда они убежали? Они им страшно стало. Ой, все. А тот гоблин, он вообще под стол спрятался. Так, Слушай, я бы, ну, наверное, сам от того меча там испугался. Че, они там вернулись, эти товарищи? да, я их поставил обратно. Это как-то это вообще странно. Может, я куда-то не туда зашел вообще. Смотри, сейчас тебе придет понимание, куда ты зашел. Где ты находишься? Мне говорит, что я все еще в Акаше. А Хроник. что это за каша? В нашей Акаше все нормально. Так, давай сделаем по-другому. Илья, сейчас ты найдешь хранителя сам. Наших хроник М, Акаши. Он сидит на стуле. Спит. Че он спит? Я его бужу.
Тоже он в доспехах. Он вообще в каком-то там далеке, в темном углу. Но свет у него очень яркий, прям ослепительный. То есть он показал тебе свой свет, все нормально, да? Да, у него прям там как звезда внутри вообще. Прям очень яркая. Но, но что он делает вот тут вот? То есть он в библиотеке находится вообще в такой дали. Тут вообще Спроси сейчас у него, может он с тобой пройти вот туда, где мы сейчас этих товарищей нашли? Он говорит, то место заражено вообще. Опа, она интересно. А спроси, кем заражено и почему заражено? Как так произошло? Какие-то слизи пришли и начали так вот внедряться в, то есть, допустим, там вот пол, и они взяли вот всосались в пол, а потом распространяют какую-то инфекцию. Ну вот мы сейчас с ним туда телепортировались, он вот так своим мечом подковырнул, и как-то все убралось. Ну, тут как-то все очень странно. Там сейчас вот этот гоблин, он разговаривает с теми двумя этими, которые с далекой галактики. Вот. Они увидели этого хранителя, а хранители просто и они исчезли. Может, что-то тут ну и я вот видел, как я телепортировался к хранителю, он спал. Что? Почему он спал? Вот и может пока он спал, они пришли. Ну Так, с а ты чего? сейчас спроси у него, почему так произошло, что вот ты, он получается там почистил, что ли, эту зону? Да, он почистил все. А спроси, как вот эти темные, это же темные, я так понимаю, как они попали туда? Говорит, они не темные. Они Они, просто не, не должны быть здесь. они нейтральные, получается? То есть они не светлые, Он, не он темные? такой, он голову почесал, говорит, ну это, ну, там все запутано. Короче, они и вашим, и нашим, из той серии. Ну, да, так. Но у меня очень как-то такой скепсис, как охранитель может спать. А ты задай ему вопрос, почему он спал, почему он, то есть он же должен следить за этим всем, почему он проворонил вот этот вот. Он говорит, я думал, там другой, это сюда. Тут как что-то меня дурят. Ну, что-то тут не то. Что делать? Ну вот реально, ну как он мог ответить, что он думал, что какой-то другой? Тут несколько хранителей, что ли? Илья, пусть хранитель примет свой истинный облик по своей структуре ДНК. Ну, он стал очень маленьким. Он такой же, но он очень маленький стал. Он прям вообще как муравей. Слушай, интересно, я вообще тоже сейчас сам уже ничего не понимаю. Может попробуем перезайти в Акаши? Может мы, ну, все-таки куда-то не туда зашли? Давай Вот. сейчас ты переместишься в нейтральную зону. Ты в нейтральной зоне. Мгм. Посмотри, сколько у тебя энергии. 670. Нисколько не упала. Да нет, но я не помню, сколько было тогда. 640, 670. Ну, сейчас 670. Задай, пожалуйста, пространству вопрос.
Что происходит в хрониках Акаши? Да, переместились мы в реальность, где Земля раскололась, и поэтому так хроники к Земле, ну, присоединены. Из-за того, что Земля расколотая, то и хроники расколотые. Но не в физическом плане, в смысле, раскололась, а то, что там что-то прям совсем плохое случилось. Из-за этого это также отразилось на хрониках. 2070 год. Ты сейчас будущее посмотрел? Но мне сказано, что это 2070. То есть 2070 год это вот такие хроники, да? Но так как время, это еще пространство говорит, время оно как это флюидное, ну как это, ну вязкое, то это все параллельные исходы, и мы переместились вот в такой, где вот такое случилось. Вот. Я сейчас вообще с каким-то высшим существом говорю. То есть Как это с произошло, архангелом, что ли. это неизбежное произошло, то, что вот сейчас с Нет, Акашей? нет. В этой вселенной, да. Это в нашей, получается, да, Подожди, вселенной? я с каким-то архангелом сейчас говорю. Я чувствую как-то. Я просто думал о том, чтобы, может, их призвать, и, может, он услышал. Ну, призови его. Ну вот он, вот я же тебе говорю, это я уже не в пространстве, это я с ним говорю, это... Он перед тобой появился? Нет, он как-то вот, он не совсем здесь, но, то есть, он как-то дистанционно со мной общается. Ну, давай я его сюда. Э, э, Свет есть. Автономен в сети, да? Да, но сейчас уже, вроде это он. Потому что, вот, учитывая, что сейчас уже происходило, ну вот он говорит, что нужно мне научиться более осознанно перемещаться между вселенными, потому что нас с тобой, Андрей, заносит что-то не туда как-то часто. Мне надо, вот, говорит, учитесь перемещаться в конкретной вселенной, которая вам нужна. Вот это может показаться, как будто это как недостаток, что нас несет не в другие вселенные, но многие люди их автоматически перемещают куда надо, а у нас есть возможность исследовать мультивселенные. Вот. Илья, задай, пожалуйста, вопрос такого толка. Как сделать так, чтобы нам в определенную вселенную попадать? Он может это показать или помочь, объяснить? Можно придумать визуализацию, то есть физически представить, то есть как вот я сейчас нахожусь в своей комнате, я представляю, вот я ощущаю полностью вот это вот одеяло, я ощущаю там наушники, я ощущаю себя, то есть прям ощутить мое нахождение в этой конкретной вселенной. И потом уже посмотреть. То есть, так как когда мы установили, где мы находимся физически,
то потом уже можно пойти на метафизический и увидеть вот как те же самые волосинки, вот мы находимся вот тут. И потом увидеть, что находится вокруг нас. И потом можно докасаться до этих волосинок и спрашивать, чем эта вселенная отличается от той, где мы сейчас физически находимся. Таким образом мы можем выбирать. Вот поначалу это вот такой способ. Ну, ты Мне, приблизительно понимаешь, да, что он тебе сейчас объяснил, показал? да, я понял. Ну, мы просто ж погружались и все. То есть мы с тобой ну, расслабляли тело, там, убирали там вот эти чтобы все незначительные звуки мы не слышали. А тут немножко противоположный подход. Мы все очень чувствуем, чтобы мы установили, в какой мы сейчас находимся вселенной, чтобы уже от этого отталкиваться и смотреть на вселенные параллельные, которые рядом с нами находятся. Вот. Ну, слушай, интересно. Это Да. получается, мы сейчас с тобой в Акашах параллельные, да? Вселенная, я правильно понял? Да, и Не, не он в говорит, нашей вселенной, а в параллельной. Поэтому мы вот так вот сейчас и у нас такие картины были, да, с тобой? да, и в параллельной, и даже в будущем. То есть мы можем перемещаться и в пространстве, и во времени. Вот. Но он говорит, это уже давно на самом деле нужно было это изучать, но что-то никак не подходило к этому, поэтому сегодня вот пришлось сделать вот такое тебе представление, чтобы вы пришли к этому. Вот. То То есть есть я правильно понимаю, это ты не зря задумано. сегодня хотел посмотреть хроники именно? Да, это все задумано было. Ага, я так и понял, что, видать, тебя кто-то вел, чтобы вот именно мы сейчас пришли к этому пониманию. Мгм. Ну, Ну, поблагодари его за урок. да, он как раз уже этот все, ну то есть как бы все сказано уже, что нужно было. Да, все, его поблагодарил, он тоже сказал спасибо вам. И все, он исчез. Попробуй настройся, прочувствуй. Все, я перед нашими. И это тут арки, ура, победа. Мы научились, походу. Илья, смотри сейчас, давай сейчас немножко еще я сделаю такой момент. Давай, Тот, давай. кто тебя сейчас пытался поставить на путь, то есть вот тот, который ты сейчас сделал, задай ему мысленный вопрос. Я правильно все сделал, нет? Да, все правильно. Вот начинай потихоньку, не торопись, говорит. Потихоньку, потихоньку. То есть, эм, ну, чтобы опять мы не туда не ушли. То есть, вот все правильно, в общем. Не Слушай, я, торопись. я все понял. Короче, ты сейчас в хрониках наших, да? Да. Давай ради эксперимента попробуем не в наши переместиться, чтобы посмотреть, как оно Подожди, будет. Илья, я понял тебя. Сейчас, секунду. Смотри, а вот та параллельная вселенная, где ты попал изначально, я правильно понимаю, это на 2070 год? Но это параллельная вселенная. Это не И наша. в этой, да, параллельной вселенной, там 2070 год. Да, это в 2070 году все расколото А, было. а раскол-то как понять, Земля была? Там что-то катастрофическое с людьми. Мы все очень враждовали, все очень не уладили что-то. Прям конкретно нам очень пытались помочь, но вот те люди, они что-то прям совсем не хотели, чтобы им помогали, и это их туда привело. То есть там войны, там даже не то, что... Нет, войны тоже есть, но там
конкретные ненависть к друг другу, то есть не Животное, удалось. да? Получается, как животное. эм, но мы, ну то есть вот как в нашей вселенной, мы же вот стараемся, и вроде бы скоро намечается, что будет переход, а там переход не удался, и и вот, ну, и там прям конкретно все пошло в негативную сторону. То есть переход не удался, из-за этого на физическом плане а, не удалось. То есть нам помогать уже дальше нельзя было. То есть это вот был последний шанс, вот этот переход. И теперь на следующие 25 тысяч лет мы вот так вот и останемся. Ну, в смысле, они так и остались. И то есть там запретили перелеты между странами, нельзя между странами путешествовать, все более, ам, ну вот все разделены друг с другом, то есть и там на дистанционке, кстати, все остались, с дома выходить нельзя, то есть там вообще кошмар, полная изоляция, как все в тюрьме живут, поэтому все расколото. А смотри, я правильно понимаю, слово расколото, это вот то, что они вот так вот, как группами, да, на Земле. Это расколото. Я же так понимаю. Люди расколоты между собой. Да, да, все страны между собой полностью вообще никак не взаимодействуют. И люди между друг другом никак не взаимодействуют. То есть все дома сидят. Нельзя везде. Все говорят вирус, вирус, вирус до сих пор. И то есть уже сколько лет получается? С 2020 года 50 лет прошло, и все думают, что все конкретно, мы все потеряли, нельзя дома выходить, а то ты умрешь, и все у себя дома живут. Вот. То есть это, ну, но это другая вселенная, она нас нормально так то есть это даже не соседняя вселенная нас с тобой несло, а даже где-то пятая или шестая в радиусе от нас. А сколько их таких вселенных вообще? Но ну это как вот волосы на голове, их очень много. Их вот я реально вижу как ворсинки, волосинки. То есть вот одна наша, вот другая, вот третья, вот четвертая, пятая, шестая, очень много раз. Там вот мельчайшие могут быть отличия. То есть вот, например, параллельная с нашей, вот я сейчас посмотрю, это что переход будет на, на 2 года смещен. И все. Вот оно одно существенное различие. То есть вселенные могут незначительно отличаться, поэтому их так много. Все, понял. Ладно, давай эту тему закроем. Я понял, что это не наша вселенная, и Фух, это радует. да, там я аж не по себе там это на все смотреть. То есть, представляешь, там продукты, то есть людям обратно приходится свое выращивать, потому что даже в магазин особо не сходишь. Вот. То есть это выживание опять. Ну, то есть человечество скатилось в животный мир опять. Да, деградация пошла. Илья, смотри сейчас, можешь посмотреть? Сейчас, мы же в нашей вселенной находимся. Ну сейчас я обратно переключусь, потому что мало ли. Переключись, пожалуйста, на нашу вселенную. Все, я настроен на нашу. Можешь посмотреть, что у нас будет в нашей вселенной с 20 по 30 год? С 2020 по 2030. Какое развитие? Ну тут все сложно, и я это скорее говорю, потому что знаю, а не вижу. И как бы
вселенные, они параллельные, но они между собой пересекаются. И в зависимости от наших действий мы можем переползать как бы с одной ворсинки на другую. И поэтому, чтобы посмотреть на то, что будет в будущем, так как там много пересечений, то также много параллельных вселенных пересекается. И сложно понять, что будет, потому что может быть вот это, может быть вот это, может быть вот это. Вот. Но я могу посмотреть, попробовать, какая тут наибольшая вероятность. Значит, у нас будет, я вижу, до 2025 года будет такая взбучка, как американские горки небольшие. Будет провоцирующая, да, наверное, правильно сказал, информация, чтобы нас спровоцировать на злость или на страх, но скорее на злость. Вот. И если мы с этим справимся, то есть народ не будет спровоцирован, все будет нормально, да после 25 года, даже 23-24, то там, то есть если мы нормально отреагируем, то будет переход. Вот. И все пойдет плавно, то есть. Вот. Но я вот так вот увидел сейчас, то есть. То есть людям надо жить, короче, в любви, в позитиве. Именно вот до 2025 года надо потерпеть. Да, да, ну вот после 25 года я вижу все плавно, если мы нормально проживем вот следующие несколько лет. Вот это я вот так. И дальше все прям как-то все слишком хорошо. Ну посмотрим. Ну, слушай, если бы это было бы так, конечно, было бы великолепно. Да. Ну что, давай, наверное, как бы мы урок получили, да, с хрониками? Угу. Да. На этой части давай закончим, продолжим дальше. Да. Давай сейчас попробуем переместиться в другую. Мне просто интересно, получится ли у меня переместиться именно, чтобы, осознанно в другую вселенную, в хроники. То есть вот они наши, вот я их вижу, вот они хорошие. Все как обычно. Попробуй, закрепи урок. Давай. Так, в какой переместим? Ну давай переместимся там, где через... Нет, надо, чтобы были отличия. Давай переместимся там, где... Переместись туда, Илья, где чисто любовь. Ого. Ну, хорошо, я попробую. Она, не знаю, не хочется огорчать, но она довольно далеко от нас. Нет, давай попробуем поближе. Это что я сейчас улечу куда-нибудь. Хорошо, давай ближе. Ну, то есть там, где любовь, это уже 100 лет назад от нас. И там прям все очень хорошо, но там, в той вселенной, где сейчас прям любовь, там это уже как минимум 100 лет назад все было. И то есть мне получается, в общем, далеко улетать. Я сейчас попытаюсь там, где... вот соседняя, допустим. Там я вижу как-то нефть, что ли, закончилась. Или нет, или что это? Я вижу, тут как-то копают что-то. Ископаемые, что ли, заканчиваются какие-то. Мне же надо попасть в хроники, и чтобы было в хрониках отличие. Поэтому надо еще понять, как это сделать. Ну ладно, я, в общем... Так, вот он я. Вот он тут я. Я теперь... Так, ну-ка посмотрим. А вот как мне понять, что я в других хрониках? Вот это интересно. Вот я знаю, что я в других хрониках
Я и пока что не вижу никаких вообще отличий. О, а ну-ка я посмотрю на свою комнату диагностики. Тут, кстати, тоже есть вот это вот фильтр. Но тут все уже пыльно. То есть... А сейчас обратно попробую вернуться в нашу. А тут все чисто. Слушай, смотри, мне сейчас, знаешь, что интересно получается? Ты даже в вот любую вселенную попадаешь параллельную, там все равно есть твоя комната диагностики. Но вот тут дело в том, что она же параллельная, она соседняя, поэтому здесь она есть. Вот если бы мы ушли прям далеко, не прям в соседнюю вселенную, то там, может быть, уже не было бы. А так как оно рядом, то тут все очень похоже. Слушай, давай, знаешь, как сейчас сделаем? Все-таки давай попробуем туда, где через 100 лет, вот где любовь, да? Ну ладно, давай Ты сейчас. представишь это, а я просто щелчком тебе добавлю скорость. Сейчас тут надо прям настроиться конкретно, потому что прыгать надо будет. Как настроишься, скажи. Я готов. Итак, ты перемещаешься в другую вселенную 100 лет от нас, где свет и любовь. Мгновенно. Тут очень много существ положительных. Тут прям ощущаешь тепло. Тут прям ам, видно в самих хрониках, тут так как любовь, то там с нами взаимодействовали уже много кто с других планет, с других плотностей. И они нас уже давно научили, как оперировать в астральных мирах. И тут просто вот прямо у самого входа общаются люди с существами. Они тут вообще очень спокойно. То есть тут, ну, пришли, тут у них даже напитки какие-то есть, коктейли. Вот, и они общаются, им тут хорошо, я сейчас аж заплачу. Ой, вот, и... Ну, хроники такие же. эм, эм, особо отличий не вижу. Ну, внешне, вот, может быть, интерьер какой-то другой. Но тут видно, что активно пользуются, не как сейчас, потому что научили нас, жителей Земли, как этим вот всем пользоваться. Вот. Ну вот это вот внешне я захожу. Ты заходишь в хроники Акаши, в хрониках, Да. и посмотри, пожалуйста, комнату диагностики А ее нету. со Меня своим нету. именем. Нету? Меня нету. Меня в этой А, вселенной нет. вот сейчас смотри, тебе придет информация, почему у тебя нет именно твоей комнаты диагностики в этой вселенной. Меня нет, потому что я отправляюсь в те ситуации, где нужно возвысить человечество. А так как тут уже все возвышено, то меня тут и нет. Я понял тебя. Да. Ну тут, кстати, я вижу Инну почему-то. Вот ее комнату диагностики я вижу. Почему-то я о ней подумал. Слушай, а почему ее там комната диагностики есть? Не знаю, я вот вообще ее, кстати, вижу. Она меня, может, узнала и пришла. Ты Но прям это ее не... видишь? Да, прям ее, но... Это она не с нашей, это она с той вселенной. Ну, это она, да? Да, это она. А, проверь ее, пожалуйста, по структуре ее эфирного ДНК. Она это, не она? Да, да, вообще 100% она. Я говорю, да, это я, что ты. Задай, пожалуйста, вопросы, спроси, она находится вообще везде, во всех вселенных? Нет, она вокруг. Она вот в радиусе еще где-то 12 примерно вселенных. То есть она
Вот как от нашей Вселенной плюс 22 Вселенной в радиусе. То есть вот у него такой вот круг примерно, плюс-минус. Вот она сейчас где тут обитает. То есть она охватывает 22 вселенные, я правильно понимаю? Нет, это даже больше, потому что радиус. То есть у нас вот есть точка, вот как представь круг, Ага, и вот мы возьмем радиус вот тут. И вот тут ну, я 22 понял. вселенных. А если мы возьмем здесь радиус, то тут еще 22. И тут еще 22. И тут 22. И то есть как бы в радиус получается 22. Еще вот много. Тут 22, тут 22, тут 22, тут 22, тут 22, тут 22. Вот. Она сейчас вот тут. А от чего это зависит? То есть Где вот у нее находится радиус человек. такой. Да, вот то, Ну что это у нее самое душа такое. вот такого объема, и а, что вот она находится в Вот таких... есть у человека вот душа, а есть как бы сверхдуша. Я не знаю, как это называется, но как бы Ага. сверх. Эта сверхдуша, она как бы является душой нескольких других душ. Вот. И вот эта сверхдуша, ну, по ее воле, она решает, где ей хочется себя проявить. Вот ее сверхдуша решила, что вот тут ей хочется побыть. А, а моя есть там вообще? Нет? Копия. Именно в этой вселенной Да. есть, но ты очень другой. Ты прям... Ты, может быть, даже тебя не Андрей зовут. Но ты, и вот Мгм. я Ну, именно копия твой есть, да? Именно твой образ, типа вот как ты выглядишь, очень тускло. Ну, в смысле, неявно. Вот ты, по-моему, ты тут очень другой. У тебя тут, ну, другая какая-то цель. Вот. Но ты тут есть. И вы вроде, да, вы знакомы с Инной тут. Слушай, интересно, ты сейчас такие вещи говоришь, я вот прям просто поражаюсь. Но вы знакомы, по-моему, не на физике, а именно на вот этом плане. На тонком? Да. Не знаю, на физике не особо чувствую, но на тонком точно. Слушай, а смотри, сейчас тебе, Илья, придет понимание. Вот то, что мы сейчас с тобой занимаемся, ну, вот практиками по гипнозу, да? Что я с тобой занимаюсь, что с Инной погружаю, да, и как бы. Это как вообще так получилось? Это так должно быть? Ну да, все, что происходит, так и должно быть. Такой вот ответ. То есть все идет по плану Творца? Конечно. Получается, для опыта Да, души да. и... Да, это все опыт, все просто это как-то интересно и очень взбудораживает. И вот интересно, как же так оно все будет, как же все по воле. Все. Ну это вот как ты, допустим, захотелось тебе поиграть в шахматы. Тебе просто интересно поиграть, интересно, как это будет. Тебе, ну, интересно, какой будет исход, тебе интересно поиграть, тебе это весело. Вот тут тоже все с любовью, все, ну, Слушай, классно, правда. Я как понял, у тебя там это чувства нахлынули немножко, да, что ты такую красоту там увидел в этой реальности. Я правильно понял? ну да, я Красиво. как только сюда пришел, тут прям вообще все так тепло, все так здорово, потому что, ну, мне хочется, чтобы у нас тоже так было, и я, я не знаю, я считаю, что у меня это цель, чтобы сделать, чтобы у нас так же было, как вот здесь. Ну, у меня такая же цель. Слушай, Мгм. смотри, а то, что мы вот эту информацию, которую, допустим, добываем через тонкий план и делимся с людьми, это вообще правильное решение, чтобы люди, ну, немножко понимали, кто они на самом деле такие? Да, сейчас это и нужно делать. Сейчас то самое время, когда эта информация должна быть распространена. Но все хорошо в меру. Э, Нужно, если ты хочешь изменить человека, а он не хочет измениться, то ну тогда его лучше оставить. Это же его воля, что он не хочет измениться. Ты им предоставляешь лишь выбор, вот, а они уже дальше сами решают, что им делать с ним. Ой, слушай, я вообще так далеко. Давай Слушай, возвращаться. давай возвращаемся, давай сейчас ты
Нет, в настройся. смысле, ну, в смысле, на нашу вселенную возвращаться. Так-то я еще могу тут, ну, Я тоже. понял. Ну, давай ты сейчас настроишься на нашу вселенную. Как будешь настроен, скажешь мне, я тебя возвращать буду. Это вообще так здорово между вселенными перемещаться. Я прям чувствую, как я очень далеко. Прям, ну, то есть, ну, представляешь, не через галактику, а через вселенные перемещаться. Все, я вроде готов. Плюс-минус на одну вселенную можем не попасть, но это уже лучше, чем ничего. Давай. Итак, Илья, сейчас ты переносишься мгновенно в нашу вселенную. Ты в наших хрониках Акаши. Не, слушай, немножко не туда, но я уже сам, потому что я близко тут. Меня немножко на одну-две где-то, да, унесло. Сейчас. Все, я у нас, да. Илья, сейчас смотри, тебе придет мыслеформа. Кто тебе эти знания дал? Это я вот не знаю его как зовут. Он отвечает за образование и за учение. Там какой-то такой вот есть. А давай ты сейчас мысленно к нему обратишься, пусть он тебе представится. Я вообще вижу какой-то Всеволод. А Такой смотри, есть. вот, Всеволод, к кому он относится? Но у меня он... Вот разряд, Мне, кто он? мне вот информация приходит как-то, что он вот как-то архангел или около того. Архангел Всеволод? Да, или что-то вот, ну, рядом с ними, потому что вот он прям как архангел ощущается. Ну ладно, понятно, поблагодари еще раз. Мгм. Не знаю, может там тот факт, что мы были же в тот момент в другой вселенной. Ну так Ну можно да, да, вообще... да, 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 да. Не, ну просто так можно про много чего сказать. Что, ну, я не попал, это я в другой вселенной был. Не, ну я тебя прекрасно сейчас понимаю. Не, ну а слушай, давай сейчас мы конкретно сейчас узнаем. То есть, получается, спроси у него Всеволод, а ты с другой вселенной, получается, нет? Но он вообще говорит, он как бы... Он мне показывает, как нить есть между двумя, где мы были, вот, когда там были вот типа Ага. как-то гоблины, все, и где из нашего, вот он мне показывает, что есть нить между двумя. Ну вот, а он конкретно относится к той вселенной? М, Или как это понимать? Ну вот тут как две вселенные, как одно. Вот он там. Но он у меня ощущается как тот, который как отвечает за образование, за учение, за вот это вот все. Есть же такой архангел, я его не помню имя. Ну, они, смотри, если брать архангелов, я думаю, они же везде, в принципе, да, во всех вселенных, то есть курируют, наверное, я так понимаю. Они Нет, же... Нет? нет, они не везде. Да, они Ага, не везде. вот это тогда, слушай, интересно. Но они очень далеко, то есть там тысячи вселенных в радиусе от нас, только очень далеко от нас их нет, там нет 1500, то есть очень далеко их. А вот здесь вот в нашем вот это вот локальном, ну, семействе вселенных, они тут есть, очень много их тут. Ну ладно, давай эту ситуацию опустим. Так, Фух. давай, знаешь что, давай мы сейчас отключимся с тобой от этой ситуации.